Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе серии заявлений и ответов на вопросы журналистов затронул сразу несколько ключевых тем – от региональной политики и отношений с Ираном, Сирией, Россией и Турцией до проекта ТРИП, ситуации вокруг пленных, диаспоры и внутренней политической повестки. Его выступления были выдержаны в формате разъяснения позиции правительства и снятия озабоченностей, которые, по его словам, активно циркулируют как внутри страны, так и за ее пределами. Отдельный акцент Пашинян сделал на теме гуманитарных решений и региональных отношений, подчеркнув, что возвращение 4 армянских заложников из Азербайджана не имеет никакой связи с передачей Армении 2 осужденных сирийцев Сирийской Арабской Республике. Он прямо указал, что попытки увязать эти события являются искусственными и не отражают реальной логики принимаемых решений. По его словам, Армения сознательно выстраивает отношения с Сирией как с дружественным государством и рассматривает этот шаг в контексте долгосрочного взаимодействия, в том числе с учетом интересов и безопасности армянской общины в Сирии. Премьер-министр дал понять, что подобные решения принимаются не под внешним давлением и не в формате разовых обменов, а в рамках самостоятельной внешнеполитической стратегии. Отметим, что данные сирийские наемники во время 44-дневной войны воевали на стороне Азербайджана и были взяты в плен армии обороны Арцаха в ходе боевых действий 2020 года. Значительный объем заявлений был посвящен отношениям с Исламской Республикой Иран, которые Пашинян охарактеризовал как дружественные и требующие постоянного диалога. Он отметил, что Ереван всегда внимательно относится к заявлениям и сигналам, поступающим из Тегерана, и намерен продолжать линию на развеивание любых озабоченностей иранской стороны. Комментируя ситуацию вокруг протестных акций иранских граждан у посольства Ирана в Ереване, их возможное влияние на работу дипломатических представительств, премьер-министр напомнил, что с 2018 года в Армении митинги как форма гражданского выражения не запрещены. Вместе с тем он подчеркнул, что методы протеста не должны мешать функционированию иностранных посольств, включая посольство Ирана, и в случаях нарушения закона государство будет действовать строго в рамках правовых процедур. В этом же контексте Пашинян подробно разъяснил позицию Армении по проекту ТРИП, который вызывает обеспокоенность у Ирана и ряда других региональных акторов. Он напомнил, что спустя всего 10 дней после саммита в Вашингтоне президент Ирана посетил Армению, и тогда между сторонами состоялся продолжительный и детальный разговор. По его оценке, в ходе этих переговоров были обсуждены все ключевые аспекты проекта и даны ответы на поставленные вопросы. При этом Армения, по его словам, сразу обозначила готовность поддерживать постоянный контакт и в будущем, если после публикации документов или продвижения проекта возникнут новые вопросы или опасения. Премьер-министр подчеркнул, что в переговорном процессе Ереван учитывает позиции своих международных партнеров и стремится к уравновешенным решениям, которые не подрывают региональную стабильность. Пашинян также сообщил, что на подготовительный этап проекта ТРИП американской стороной уже выделено порядка $140 миллионов. Эти средства направлены на проектирование, техническую проработку и сметные расчеты. При этом он отметил, что говорить о конкретных объемах будущих инвестиций пока преждевременно. Однако масштаб проекта позволяет предполагать, что речь идет о значительных финансовых вложениях. Тем самым премьер-министр дал понять, что ТРИП рассматривается как долгосрочный инфраструктурный проект с серьезным международным участием. Комментируя решение Дональда Трампа о введении 25% пошлины против стран, ведущих бизнес с Ираном, Пашинян заявил, что Армения в первую очередь ознакомится с содержанием соответствующего решения. Он подчеркнул, что только после детального изучения документа Ереван, при необходимости, начнет консультации с партнерами для оценки возможных последствий и выработки дальнейших шагов. Таким образом, армянская сторона обозначила сдержанный и юридически выверенный подход к возможным санкционным рискам. На фоне сообщений о якобы возможном массовом выезде людей из Ирана, армянские и иранские официальные лица заявили, что реального наплыва граждан на армяно-иранской границе не наблюдается. Генконсульство Ирана в Капане сообщило, что ситуация на погранпереходе остается спокойной,
а в зимний период поток автомобилей даже снизился из-за погодных условий. Эти заявления прозвучали на фоне рекомендаций ряда зарубежных посольств своим гражданам покинуть Иран сухопутным путем через Армению или Турцию. Тему армянской общины в Иране прокомментировал и главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян. Он сообщил, что из-за отключения интернета и перебоев со связью у армянских властей нет прямого контакта с общиной, и информация поступает в основном через людей, прибывающих в Армению. По его словам, подтверждена гибель как минимум одного армянина в ходе протестов. Есть данные еще об одном возможном случае, однако точной и полной картины происходящего нет. При этом, по состоянию на текущий момент, значительного потока переселенцев из Ирана в Армению не фиксируется. Отдельный блок заявлений был посвящен транспортным коммуникациям и отношениям с Россией. Пашинян сообщил, что Армения ожидает решения российских партнеров по вопросу восстановления отдельных участков железнодорожной линии, связывающей Армению с Турцией и Азербайджаном. Он отметил, что этот вопрос обсуждался как на уровне глав государств, так и вице-премьеров, и подчеркнул заинтересованность армянской стороны в максимально оперативном принятии соответствующих решений. По его словам, Ереван исходит из того, что подобные инфраструктурные проекты должны быть реализованы без затягивания. Широкий общественный резонанс вызвало и заявление Пашиняна о гибридной войне против Армении. Отвечая на вопрос журналиста, он назвал католикоса всех армян Горегина II конкретным примером такой войны, которую, по его утверждению, ведет Российская Федерация. Заявление было сделано в лаконичной форме и без дополнительных пояснений, однако сразу вызвало активную дискуссию в политических и общественных кругах. Параллельно прозвучали заявления со стороны Турецкой Республики. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара внимательно изучает документ ТРИП и связывает его с процессом нормализации отношений в регионе. Он отметил, что провел продолжительные консультации с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, подчеркнув заинтересованность Турции в скорейшем подписании окончательного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и последующей нормализации армяно-турецких отношений. По его словам, политическая воля для этого существует у руководства всех трех стран, несмотря на наличие технических и внутриполитических факторов, включая предстоящие выборы в Армении. В целом, серия заявлений премьер-министра Армении демонстрирует стремление властей удерживать сложный баланс между различными центрами силы, снижать уровень внешних и внутренних напряжений и одновременно четко фиксировать собственные политические приоритеты. Риторика Пашиняна выстраивается вокруг идеи постоянного диалога как основного инструмента внешней политики при одновременном акценте на суверенитет, безопасность и долгосрочную региональную стабильность, что в текущих условиях становится ключевым элементом стратегии Еревана. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.